погоне за тем, чтобы стать лучшей версией себя, многие из нас совершают ошибки. Это может быть любая сфера, от изучения иностранных языков до становления в профессиональной сфере. Эти ошибки часто тормозят наше развитие, но есть хорошая новость, то что, зная об этих ошибках, их можно легко исправить. Всем привет, меня зовут Ника, я коуч и стратег в хаосе. И в этом видео я разберу самые популярные ошибки в саморазвитии, которые тормозят ваше развитие, и также расскажу о том, как сделать это саморазвитие все-таки эффективным, и чтобы оно начало приносить плоды. Но прежде чем мы начнем, я призываю вас подписаться на мой YouTube-канал, тут больше о саморазвитии, о дисциплине и о книгах. Также ваши лайки помогают развитию моего нового YouTube-канала, поэтому я призываю вас ставить лайки и писать комментарии о том, что показалось вам интересным в этом видео. А я постараюсь сделать все, чтобы это видео оказалось для вас полезным и интересным. Ну что ж, с организационной частью мы разобрались, теперь давайте наконец приступим к топ-5 самых популярных ошибок в саморазвитии. Первое — это хаотичное поглощение информации. Раньше мне казалось, что чем больше курсов я пройду, чем больше книг прочитаю, тем круче я буду прокачана в своем саморазвитии. Но потом я поняла, что жадное поглощение абсолютно любой информации, которая приходит мне просто в мое поле, скажем так, не развивает меня, а скорее замедляет темп моего развития. Я человек творческий, и так принято обычно оправдываться, если ты не структурный человек, если ты не можешь планировать. Но только тогда, когда я начала планировать свое развитие, это начало приносить плоды. И это, на первый взгляд, может показаться странным. Как я могу спланировать свое развитие, стать более интеллектуально развитым или спортивно, неважно. Но никто не будет спорить с тем фактом, что если, например, вы задались целью прочитать какую-нибудь научную статью на языке, который ранее был вам не знаком, для начала вам придется ознакомиться с алфавитом. И это уже первый шаг этого небольшого плана. А может быть и большого, в зависимости от цели. Поэтому собираем структуру из хаоса, ставим перед собой цель и начинаем планировать. Я предлагаю вам разобраться с этим на моем личном примере. Уже более 3 лет я изучаю итальянский язык, и моя цель на этот год — сдать экзамен на уровень B2 по итальянскому языку. Планировать изучение языка достаточно проблематично, и поэтому я выбрала для этого своего замечательного преподавателя. Она составляет мне программу, рассказывает, что мы будем делать, и, собственно говоря, ее программа состоит из тех шагов, которые в итоге приведут меня к тому, что я буду готова к тому, чтобы сдавать экзамен. Однако занятия языками не ограничиваются только часами с преподавателем. Поэтому мне нужно распланировать, а что я буду делать самостоятельно, какую литературу я буду читать, что я буду смотреть, что я буду слушать. Ну и, наконец, в каком приложении я буду заучивать слова. Кстати, если вам интересно, я могу с вами поделиться своим опытом изучения английского и итальянского языков, и если английский я учила как-то сумбурно, то с итальянским у меня уже есть какая-то структура, форма, потому что я начала его учить уже в сознательном возрасте и более осознанно подошла к этому вопросу. Я сама очень люблю такие видео, и поэтому напишите в комментариях, буду очень рада что-нибудь такое для вас заснять. Итак, мы создали план, который будет отвечать на вопрос, что бы мне поделать сегодня. То есть, если сегодня у меня нет созвона с преподавателем, то я открываю этот план и выбираю из этого то, что я могу поделать сегодня. Поучить слова, почитать, посмотреть, послушать, выучить что-то наизусть и так далее. И такой подход на самом деле можно использовать не только в вопросе изучения иностранных языков. Я также попробовала этот метод, когда начала обучаться на коуча. Помимо того, что я посещала регулярно лекции, у меня были различные супервизии, практики и так далее, мне нужно было подобрать литературу, которая будет мне релевантна в этот момент, которая позволит мне развиваться как коучу. Возможно, посмотреть какие-то коуч-сессии, посмотреть каких-то популярных коучей, которые реально являются коучами, а не гуру, инфо-цыганами или, как же еще, наставники, вот, это то, что к коучингу не относится, поэтому найти из всего этого, скажем так, мягко, многообразия, нужно было найти именно то, что позволит мне развиваться. Ну и вот, структура готова, я заряжена действовать, и теперь мой путь имеет хотя бы какую-то дорожную карту, я знаю, что, зачем я делаю, и даже если сегодня, на первый взгляд, мне кажется, что, сегодня уж точно нечего поделать, как бы не так, но об этом позже, поэтому переходим далее. Сравнивать себя другими. Это просто мое самое любимое. Для исправления этой ошибки нужно честно ответить себе на вопрос, для чего и для кого вы занимаетесь саморазвитием. Учите языки, прокачиваете какие-то навыки или занимаетесь спортом. Для кого вы это делаете? И правильный ответ — это то, что вы делаете это для себя. Не для мамы, не для папы, не для друзей, не для показухи в Инстаграм и так далее, а для себя.
Или вы просто не хотите сильно выделяться среди тех, кто постоянно публикует успешный успех. Признаюсь, я поэтому и сократила свое пребывание в этих соцсетях, потому что я каждый раз думала, что я хуже, чем эти люди. И дабы этого избежать, я решила, что окей, 40 минут в день — это мой максимум на день. Факт в том, что все, что мы называем саморазвитие, мы делаем в первую очередь для себя. А значит, и имеет смысл сравнивать только себя сегодняшнего с «я вчера». И вот об этом уже можно задуматься, потому что это уже имеет смысл. Давайте снова вернемся к моему примеру про изучение итальянского языка. Существует огромное количество людей, которые говорят на итальянском гораздо лучше, чем я, допускают меньше грамматических ошибок, у них нет акцента, они очень бегло разговаривают. Это то, что вызывает во мне на самом деле восхищение и некоторую зависть. Пофиг, что они могут быть носители, а я нет. Поэтому в расчет не берем, мы же сравниваем, там не должно быть каких-то объективных причин для сравнения. Шучу. И как же я рада, что у меня хватило мозгов и смелости снимать видео, где я только начинаю свой путь в изучении нового для себя языка. Там есть видео, где я читаю так неловко, далеко не бегло, как-то меняя буквы, путая звуки и так далее. Вот есть такие ролики, и сейчас, когда я смотрю на них, я думаю, ого, какой огромный путь я прошла. Я могу открыть свои рабочие тетради и посмотреть, какие, глупые на сегодняшний день ошибки я могла тогда совершать. А когда я выполняла эти задания, мне казалось то, что это очень сложно, я вообще не понимала, почему вот так нужно тут делать, а не иначе. И суть в том, что я до сих пор продолжаю снимать такие ролики, потому что они меня очень заряжают, потому что когда мы движемся по какой-то траектории, часто нам незаметно, и мы не задумываемся о том, какой огромный путь мы прошли. Нам кажется, сегодня я там в тесте сделал кучу ошибок, а ничего, тот факт, что еще там 2 года назад ты бы вообще даже задание не понял, что именно тебе нужно сделать. Поэтому и я вам тоже предлагаю такую практику, делать некоторые чекпоинты, где вы бы, например, снимали на видео или зафиксировали какие-то результаты, чтобы впоследствии вы могли отследить прогресс и могли сравнить себя сегодня с я вчера. Кстати, видосы, где я неловко говорю на итальянском, можно всегда найти в моем телеграм-канале, где-нибудь тут я оставлю вам QR-код, он только для моих друзей, для моей семьи, и это очень такой теплый канал, который я очень ценю, поэтому вступайте только если вы хотите присоединиться к моему дружному небольшому комьюнити. И на своем опыте, когда я смотрю такие ролики, они меня только подстегивают и мотивируют двигаться дальше, потому что я уже вижу, какой путь я прошла, какой еще путь впереди, но я его обязательно пройду, если не буду останавливаться. А не останавливаться мне позволяют именно такие видео или просто какая-либо фиксация результатов. Если ваше саморазвитие кроется в занятии спортом, то можно делать какие-то фотографии, потому что также на личном опыте знаю, что когда у нас там растут мышцы, как-то меняется форма, то мы этого не замечаем, потому что мы всегда находимся рядом с собой, и даже если каждый день ходим в зал, мы такие, круто, там сегодня на 5 килограмм больше пожал, а в результате, смотря в зеркало, как будто бы ничего не меняется. Я против того, чтобы делать всякие замеры и так далее, но фотографии — это тоже что-то. Третья ошибка — это отсутствие внутренней опоры. Многие бегут в марафоны, потому что, все так делают, наверное, и мне это надо. Или, например, людям не нравится читать, и они начинают читать, потому что если ты читаешь, это создает из тебя образ какого-то интеллигентного, начитанного, образованного человека. Это я, если что, сейчас придумываю. Многие делают это, потому что ожидают в ответ каких-то лайков, положительных реакций, респект, например, какой-нибудь от друзей, от знакомых, неважно. Это может приносить нам быстрое желание непременно начать что-либо делать, но также это приносит и быстрый откат. Внешние мотиваторы, они очень быстро кончаются, и поэтому имеет смысл искать внутреннюю мотивацию. И тут можно построить такой внутренний диалог, который позволит вам сформировать вот эту вот внутреннюю опору. Вы увидели, что кто-то пробежал, 42 километра. Марафон, выложил ролик или фотку какую-то и получил 1000 лайков. И в моменте промелькнула мысль: я тоже хочу пробежать марафон. И тогда имеет смысл спросить себя, а чего именно мне захотелось? Что даст вам это решение пробежать марафон? Готовы ли вы к нему готовиться? И если да, то зачем вам это? Например, одной из причин, по которой я начала учить итальянский язык, заключается в том, что я прочитала статью о старении мозга. И чтобы замедлить это старение, рекомендуется
рекомендуется изучать иностранные языки. Одна из моих ценностей — это мое здоровье, и именно поэтому я до сих пор продолжаю изучать итальянский язык. Ну, опустим еще тот факт, что я долгое время была влюблена в Дамьяна Давида, бывшего солиста группы Måneskin, и мне не хотелось ударить в грязь лицом, если мы когда-нибудь с ним встретимся. Ошибка номер 4 — погоня за идеальностью. Я помню, что когда я только начинала разбираться с приложением Obsidian, ролик о планировании где-нибудь тут я вам выложу, и вы можете тоже посмотреть, что это за приложение, оно на самом деле потрясающее, очень рекомендую. Мне очень хотелось, чтобы у меня был образцово-показательный граф, чтобы была домашняя страница, какая-то легкая коммуникация между страницами и так далее. Стоит сказать, что основная задача этого приложения — это создавать заметки и связывать их между собой. То бишь, если я веду заметку, например, Ника изучает итальянский язык и занимается коучингом, то я делаю отдельную ссылку на изучает итальянский и становится коучем. И там уже дальше можно еще много-много-много заметок написать, все между собой их перелинковать, и вот такая вот, собственно говоря, получается нейросеть, скажем. Именно поэтому идеального графа, по сути, не существует, он всегда будет рандомным. А домашняя страница, по сути, в этом приложении, вообще не нужна. Но я потратила десятки часов и несколько дней на то, чтобы ее сделать, потому что там нужно было кодить, и это было очень сложно, но я напоминаю, это было только в моей идеальной картине, что если ты ведешь Obsidian, ты должен его делать идеально, хотя это вообще не так. Вся моя работа, все мои проекты, они находились в этом приложении Obsidian, и из-за того, что я не могла создать себе идеальную среду, все эти проекты просто встали, я не делала по ним ничего, понимаете, потому что мне нужно, чтобы все было идеально, и только тогда я могу писать какие-то заметки. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что когда вы признаете, что идеальность — это роскошь, базовый минимум, роскошный максимум, вот это роскошный максимум. Когда вы примете вот эту вот неидеальность, это даст вам некое освобождение. Лучше сделать на 70% от вашего идеального представления, потому что ключевой глагол здесь делать, чем 100% идеально все в голове обдумать, но думать — это не самый подходящий глагол в данном случае. Мне очень нравится поговорка «глаза боятся, руки делают», то есть да, мы боимся то, что получится не идеально, но надо сделать хотя бы что-то. Может быть, а вдруг получится идеально, мы же, не знаем. Вдруг получится, было бы круто. Ну и пятая ошибка — это недооценка отдыха. Многим кажется, и мне раньше казалось, что все свое свободное время мы должны посвящать саморазвитию, что просто лежать на кровати, ничего не делать и думать о вечном — это просто какое-то кощунство. Но это я вам просто себя несколько лет назад описываю. Но как я уже рассказывала в своем видео об отдыхе, отдыхать и восстанавливаться — это очень важно. И в особенно загруженные недели я специально выписываю себе вот эту вот графу «отдых». И для меня, как я сказала в том видео, отдых — это не делать абсолютно ничего. Не лезть в телефоне, не отвечать на сообщения, вот максимум могу потупить в телевизор или почитать какую-то книжку, все. Остальное меня не касается. Коммуницировать в этот день? No. Это идеальный формат отдыха именно для меня, но вы можете посмотреть мое видео и подумать над тем, а какой формат отдыха подходит именно вам, поэтому приглашаю вас к просмотру. Ну что, на этом мое видео подошло к концу. Хочу вам напомнить, что ошибки — это не страшно, и на ошибках учатся. Вот я, например, научилась и поделилась с вами своим опытом, и я очень надеюсь, что он будет вам полезен. Ставьте лайк, если узнали себя хотя бы в одной ошибке, и напишите комментарий, какая из этих ошибок встречается у вас чаще всего. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о саморазвитии, дисциплине и книгах. Ну а я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока!